Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела вам показать вот такой очень милый и такой нежный джемпер, который вяжется спицами, и мне он очень нравится. Посмотрите, вот так он выглядит. Он удлиненный, да, его можно назвать туничкой. В принципе, вот такого приятного сиреневого оттенка и ажурной вязкой. Мне импонирует очень и узор, и сам вид этой тунички. Туника связана спицами 3,5 из очень нежной пряжи, которую я вам сейчас коротко расскажу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Предлагаю вязать этот джемпер из пряжи Alize Baby Warm. Эта пряжа в своем составе имеет бамбук. Она очень мягкая. Как вы видите, она предназначена для вязания детских вещей, но она и для взрослых вполне подходит. Что мне нравится в этой ниточке, во-первых, она очень мягкая. То есть вот состав сейчас я вам покажу, что в ней есть 40% шерсти, то есть она еще и теплая. Вот смотрите, в 50 граммов 175 метров метраж. И смотрите, 40% шерсти, видите? 40% акрила и 20% бамбука. По-моему, очень волшебное такое сочетание. Очень теплая турецкая пряжа. И она довольно дешевая, бюджетная. И под видео я дам вам ссылочку на сайт, где я покупала интернет-магазин, где я покупала эту пряжу. Я просто посмотрела другие интернет-магазин, сравнила стоимость. Вязать мы будем вот по такой схеме, их 2 штуки. Вот видите, схема 1, вот это 1, и схема 2. Начинается основной узор, это вот эта ажурная вязка, и схема 2 это вставка в виде такой резинки в области груди, да, вы видели. Здесь имеется, как видите, на выкройке небольшая пройма, то есть не совсем у нас будет свободного покроя. Туничка совсем не свободного, да, то есть здесь у нас рукав с проймой. Правда, она какая-то усеченная, но, однако же, она существует. По поводу схемы. Раппорт узора составляет 12 петель и 8 рядов. Вот она выделена красным здесь, да. Здесь будет из ряда в ряд меняться количество петель. Такая схема, ничего сложного в ней нет. И я предлагаю вариант этого узора, кому, если новичкам, может быть, будет сложно. Здесь нужно будет 7 петель вместе провязывать, да. То есть я 2 варианта попробовала вязать данной схемы, и об вариантов я говорю в своем мастер-классе, когда мы будем вязать этот узор, да. Так, ну, про переход мы еще с вами выполним от узора 1 к узору 2. Я покажу, как это согласовать, эти 2 схемы, да. То есть мы там тоже провяжем 2 ряда перехода. То есть вот эти 2 раппорта узора номер 2, то есть 1 раппорт узора номер 2 я вам покажу, как вязать. Так, что еще по схеме? Давайте теперь про описание. Я составила описание
по результатам плотности, которая у нас с вами получилась. Описание составлено на 42-44 размер, но, как вы поняли по выкройке, там очень довольно-таки большой диапазон этих размеров. Вы можете свои индивидуальные размеры поставить, да, и вязать, исходя из моих рекомендаций в конце видео, когда я рассчитываю плотность и объясняю, как ширина нашей спинки, допустим, нашего, любая, в общем-то, величина у нас по плотности, мы делаем расчет по петельной. Как это сделать, я объясняю в конце видео, да? И вот на основании определенной плотности нашего вязания в 1 сантиметре 2 петли я смогла составить вот такое описание. Последовательность действий. Не пугайтесь, что на выкройке стоят размеры в дюймах. Вот видите, очень легкий перевод из дюймов в сантиметры. В 1 дюйме 2,54 сантиметра, то есть 2,54 сантиметра. Для того, чтобы перевести дюймы в сантиметры, нам достаточно вот эту величину дюйма по выкройке умножить на циферку 2,54. И вы получаете величину уже в сантиметрах. Дальше. Значит, при нашей плотности и при условии, что вы будете вязать из той же пряжи или попадете в ту же самую плотность, что и у меня, вы, значит, на спице 3,5 набираете 93 петли, начинаем вязать платочной вязочкой, несколько сантиметров в высоту, я вот рекомендую 2 сантиметра, и затем начинаем переходить на наш ажурный узор. Ажурный узор располагается на 91 петельках. Здесь я комментирую 7 это раппортов плюс 7 петель для симметрии. Да? Ну и, соответственно, кромочные по бокам. И через приблизительно 38 сантиметров, девочки, все зависит от ваших индивидуальных, как говорится, размеров, то есть высокая вы или маленького роста. То есть вот это ведь все величины в высоту, это все очень индивидуально, да? Приблизительно, я говорю, через 38 сантиметров от начала вязания перейти на узор по схеме номер 2, да? И все. И вязать тоже приблизительно 15 сантиметров в высоту. И затем опять перейти на узор номер 1. То есть вот как у нас там с вами на фотографии девочка изображена. Наверное, вы понимаете, о чем я говорю. Вот посмотрите еще раз. Видите, здесь же 2 у нас перехода. Вот область груди у нас занята узором номер 2. Вот. Очень красивая туничка. Вот этот вот ажур весьма необычный, поскольку он создает такой рельефный эффект рельефа, да, и вот эта вот ажурность его, шарм, согласитесь, какой-то присутствует некий шарм во всем этом, да, необычность. Так, перед мы вяжем так же, как и спинку. Я дальше не сказала, ну, конечно же, мы здесь формируем линию проймы рукава, тоже все индивидуально от вашего размера. Вот, затем общую высоту 7 сантиметров, я рекомендую закрыть средние 30 петель, которые пойдут на горловину. Да? То есть вырез горловины по спинке я не делаю. Вы можете сделать, если вам хочется. Перед мы будем вязать так же, как и спинку, но здесь будет вырез горловины. Глубина выреза 6 сантиметров у меня. И также вот эти вот петельки, они все индивидуальные, да, то есть здесь вы уже сами смотрите по своему размеру количество петель, какой вы будете закрывать. По рукавчикам. Рукавчики у нас 3/4, и вяжутся они также на спицах 3,5. И, значит, рекомендую начать с 50 петель, связать платочной вязкой несколько рядов, да, и затем прибавить 5 петель равномерно по полотну, распределите там их равномерно, и затем уже продолжить работу ажурным узором. 4 раппорта у меня приходится на ажурный узор,
и 7 петель для симметрии, как обычно. Здесь в рукавах необходимо делать равномерные прибавки для того, чтобы сформировать скос рукава, да, то есть, ну, это как обычно во всем вязании. Линию проймы я рекомендую вязать в натуральную величину по выкройке. Прикладываем, вяжем, да. Ну, хотя здесь такая пройма какая-то усеченная, но если вы захотите все-таки делать полноценную, как обычно мы это делаем, округлой формы, то, конечно же, здесь лучше натуральную величину использовать. Ну и высота рукавчика на 42 размер, 44, приблизительно 39-40 сантиметров, в зависимости от вашего роста. Ну и дальше мы выполняем сборку. По сборке, значит, вначале делаем плечевые швы, затем по краю горловины поднимаем петельки и обвязываем платочной вязкой несколько сантиметров, ну там 2, да. Затем мы выполняем боковые швы, швы рукавов и, как всегда, втачиваем рукавчики, да. То есть вот такая вот краткая схема вязания данного ажурный пуловер или, может быть, туничка, я не знаю, удлиненные. Давайте все-таки это будет ажурная туника, потому что это все-таки похоже на тунику, согласитесь. Все-таки это, ну, как хотите называйте. Красота рисунка меня в этой модели, значит, заинтересовала именно необычность и красота вот этого ажурного узора. Поэтому, если вам просто понравился узор, вы можете связать им что-то, может быть, топ какой-то, да. В общем-то, не обязательно, что данную тунику надо носить летом, то есть это не обязательно летний вариант. Это же нарядная вещь, которую можно одеть просто на какой-то, на повседневку, на праздник, в принципе. Так что вещь стильная, мне нравится, и я ее рекомендую вам ее связать. И вот так смогла вам кратко донести технологию как бы ее вязания, да. С теории у нас начинается любой проект, как вы знаете. Я много лет проработала проектировщиком, и вот сейчас волей случая оказалась без работы, и вот вспомнила, что вяжу, умею вязать, вязала всю жизнь, и вот сейчас могу делиться с вами своими накопленными знаниями. Давайте сейчас с вами свяжем образец, разберем эти узоры, определим плотность, все последовательно для того, чтобы связать данную тунику начать. К этой модели вот такая схема есть. Раппорт узора 12 петель и в высоту 8 рядов. Этот узор. Вот. Здесь, значит, необходимо будет из 7 петель вывязать одну петельку, да? И здесь вот, возможно, два варианта развития событий. Посмотрите, можно делать просто 7 вместе одной, да, из 7 одной. Вот так будет выглядеть вариант. И вот здесь я сделала, когда мы меняем местами, делаем перекрещивание 3 петель и 1 петли. 1/4 петля у нас поверх первых 3 идет. И сейчас я покажу, как это делается. Для вязания образца надо набрать 33 петли. Значит, объясняю. Это 2 раппорта узора плюс 7 петель для симметрии мы делаем. Получается 31 петля, да? И 2 кромочные, получается 33 в целом. После этого
первый ряд вашего узора будет выглядеть следующим образом. Первую кромочную снимаем, вяжем. Так, первый у нас идет накид, и затем из 7 мы вывязываем одну петлю. Для этого я либо все 7 сразу снимаю, да, и провязываю как одна петля, либо, смотрите, первые 4 петли снимаю, 3 за работой, одна высвобождается, я ее перед работой, и только после этого я провязываю все 7 одной петлей. Вот так. Получается, вот видите, одна петля поверх всех. Дальше опять накид, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Опять накид. Снова также мы делаем с вами 4 петли, меняем местами, 4 поверх 3, 3 за работой, и потом все 7 подхватываем и вяжем вывязываем одну петлю из 7. Опять накид, 5 лицевых. И сейчас у нас уже 2 раппорта мы провязали, и у нас для симметрии накид, снова меняем местами 4 петли и провязываем с вами 7 петель одной лицевой, накид, кромочная. Девочки, кому сложно будет вот это вот все проделывать, да, то есть вот это вот перебрасывание петель, делайте просто, можно, вот как я здесь в начале вязала. Мне показалось, что ничем не хуже, даже, мне кажется, даже более интереснее узор, чем как вот тут. Ну, в общем, я предлагаю 2 варианта, да, развития событий. Вот именно схема это никак не отражает, то есть вот это вот поменять местами. Это я увидела на самой модели, что у нас вот эта петля центральная, она у нас поверх всех идет. Это я увидела на модели. Поэтому и решила, что кому сложно, я провяжу, покажу, как просто 7 вместе провязать одной, да, а кому не сложно, тогда делайте, как вот я сейчас показываю. Так, второй ряд, изнаночный ряд. Мы вяжем с вами, первая у нас кромочная, затем идет изнаночная петля, накид, изнаночная петля, накид. И дальше мы вяжем с вами все петли изнаночными, считаем. Так, изнаночная, накид. Дальше 1 изнаночная, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных, опять накид, изнаночная, накид, и опять 7 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 опять, да, накид, опять изнаночная, изнаночная, накид, изнаночная и кромочная. Так, теперь у нас с вами третий ряд. Третий ряд вяжем, кромочную снимаем, вяжем 1, 2, значит 2 лицевые, накид, лицевая, накид, дальше вяжем лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 лицевых, опять накид, лицевая, накид, опять лицевая, 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 опять лицевых, накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Провязали, да? Так, теперь у нас с вами сейчас идет четвертый ряд. Четвертый ряд мы провязываем все изнаночные. Как вы поняли,
В этом узоре число петель из ряда в ряд постоянно меняется, да? Так что вначале мы из одной 7 вяжем, а потом накидами добавляем петли. Так, сейчас довязываем 4-й ряд, все изнаночные. И сейчас у нас с вами будет 5-й ряд. 5-й ряд. В 5-м ряду начинаем с кромочной и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Накид. Теперь опять из 7 одну вывязываем. Также меняем местами 4 петли, меняем местами 3 за работой, 4 перед работой, и все вместе провязываем как 7, из 7 1 провязываем. Накид. Дальше 1, 2, 3, 4, 5 лицевых, опять накид, опять из 7 одну провязываем, также как я вам показывала только что. Накид, опять 5, нет, 6 будет сейчас лицевых. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. И кромочная. Провязали. Так, сейчас у нас будет с вами 6-й ряд. 6-й ряд вяжем. Вяжем изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных, накид, изнаночная, накид. Опять изнаночный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, опять 7 изнаночных, накид, изнаночная, накид. И снова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изнаночных, кромочная. Провязали. Так, следующий у нас с вами идет ряд. Сейчас 7-й, да? В 7-м ряду вяжем. Вяжем лицевые. Кромочную сняли, вяжем 1 лицевая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. Лицевая, накид. Опять лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Здесь 9. Накид. Опять лицевая, накид. Опять лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочная. Провязали. И 8-й ряд, заключительный в нашем рапорте, мы вяжем все изнаночные. Все изнаночные. Сейчас должно быть 33 петли, как мы и набирали. 1, 2, 3, 4 считаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 изнаночные. И сейчас опять все с нового ряда продолжаете вязать, так же как мы начинали с вами. И вот так у нас вырисовывается узорчик. Значит, вот такой он у нас получается, да, такой половинчатый. Здесь половина я вязала просто 7, провязывала вместе, а здесь я стала вязать, как у них на картинке, у девочки. Так, сейчас нам надо с вами посчитать плотность данного образца. Для этого нам необходимо провести влажную тепловую обработку нашего вязания и сделать нехитрые измерения. Помимо того, что у нас еще, значит,
мы связали основной узор, у нас там будет переход от основного узора к узору номер 2. Я хочу показать, провязать несколько рядов, ну хотя бы вот первый, второй, как вы будете это делать, да? Там тоже ведь есть своя особенность. Значит, вот мы с вами закончили раппорт полностью, да? И вот смотрите, значит, вяжем раз. Так, начинаем, во-первых, с кромочной и переходим на изнаночные. Раз изнаночная, 2 изнаночная, 3 изнаночная по схеме, да? Центральная лицевая. Опять дальше 5 изнаночных. Раз, 2, 3, 4, 5, да? Лицевая. Опять раз, 2, 3, 4, 5 изнаночных, лицевая. Опять раз, 2, 3, 4, 5 изнаночных, лицевая. Дальше опять раз, 2, 3, 4, 5, лицевая. И заканчиваем 3 изнаночными. То есть раппорт второго нашего узора составляет 6 петель. 6 петель. То есть это у нас лицевая и 5 изнаночных. Так вот мы прочередовали данный узор. Переворачиваем наше вязание на второй ряд и вяжем, как смотрят петли. То есть мы вяжем с вами раз, 2, 3 у нас получается лицевые, изнаночная, 5 лицевых. Затем опять изнаночная, 5 лицевых. Изнаночная, 5 лицевых. Изнаночная, 5 лицевых. Изнаночная и 3 лицевые. Это были для симметрии, да? Так, и вот смотрите, видите, мы с вами уже перешли на этот узор номер 2. У меня в руках горячий утюг с паром. Так, теперь наш влажный образец мы расширяем таким образом. И даем высохнуть. Так, а сейчас мы будем с вами мерить плотность. Наш образец полностью высох, приобрел свою форму, как он будет носиться. Вот. И мы с вами берем линеечку, на горизонтальной поверхности укладываем связанное наше полотно и меряем. Итак, у нас получается 16. 16. Ну, в общем, везде 16. Я наблюдаю, вот тут даже 15. Но это потому что тут сужение идет. Так, везде 16, да? И мы с вами наши 33 петли, которые мы набирали на образец, делим на 16 сантиметров. У нас получается 2, циферка 2. То есть эта циферка говорит о том, что у нас с вами в одном сантиметре умещается 2 петли. Да? Это понятно. Это наша плотность нашего вязания. 2 петли на 1 сантиметр приходится. И теперь очень легко. Смотрите, выкройка в дюймах, но пусть она вас не пугает, поскольку я тут уже поставила кое-какие размеры, что успел посчитать. 1 дюйм это 2,54 сантиметра. Да? Чтобы перевести, например, цифру 10 дюймов в сантиметры, нам нужно 10 умножить на
понимаете, 2,54, да? Вот я уже написала размер. Получается 25,5. Вот здесь начинаем рукавчик, ширина рукава у запястья. Теперь по спинке. Смотрите, здесь вот указано 4 размера ширины спинки. Вот 45 я уже перевела, самый маленький. Это получается у нас 42-44 размерчик, да, потом идет побольше размерчик 52, да, ширина спинки 60 и даже 66. Так что этот джемперочек можно связать на несколько размеров, да. И сейчас наша задача определить количество петель и правильно узорчик наш сделать, зная нашу плотность, да. Значит, мы берем 45, циферку 45 и умножаем ее на 2, да, это понятно. Вот у нас 90 петель должна составлять ширина спинки. То есть на спинку мы должны набрать, ну, так же как и на перед, они же вместе одинаково вяжутся. Отличается обычно только более глубокой, перед отличается от спинки более глубоким вырезом горловины обычно, да. И вот, девочки, смотрите, буду, наверное, вот здесь я рисовать, чтобы вам показывать, да. В общем, как мы с вами действуем. На любой размер. Ваша величина, ширина спинки по вашему объему бедер, да, вы померили. Вот. И затем объем груди, конечно же. И затем, значит, вот у нас, я на примере показываю 45 сантиметров. Да? 45 я умножил на 2, это число нашей плотности, получилось 90 петель. Спинка. Теперь смотрим на узор. На узоре, раппорт узора 12 петель. Да? Смотрим, сколько же у нас с вами умещается целых раппортов в 90 петликах. Да? То есть мы 90 с вами делим на 12. И получаем 7,5. 7,5 раппортов. 7,5 раппортов составляет у нас 90 петель. То есть, смотрите, как у нас все хорошо совпадает почти. Вот здесь-то мы с вами, помните, еще половину раппорта использовали для симметрии, да? Это помните, да? Вот и получается, что мы с вами, значит, берем полный раппорт и еще добавляем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель добавляем, да? И получается, что у нас полных 7 раппортов плюс 5, плюс 0,5. Это вот эти вот 7 петель и составляют дополнительные. Понятно, да? То есть вы вяжете на спинку, набираете 90 петель, ну плюс там кромочные еще, не забудьте их посчитать, да? И затем, значит, что такое 7 раппортов у нас? Значит, 12 умножить на 7 целых, это 84 петли. 84 петли целых раппортов. То есть 12 мы умножили на 7 раппортов полных, да? И получилось у нас 84 петли. Плюс, помните, плюс у нас с вами дополнительно идут 7 петель по узору. То есть вот мы связали полных 12 раппортов и еще вот эти добавочные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? 7 дополнительных, да плюс еще 2 кромочные. Итак, итого у нас должно получаться на спинку. Считаем 84 петли целых 7 раппортов, плюс половиночка раппорта 7 и плюс 2 кромочные, получаем 93 петли. Вот у нас правильный набор петель будет для данного узора 93 петли. Не 90, как у нас получилось, а вот чуть-чуть прибавились 3 петли. Того требует симметрия узора. Вот так. Девочки, вяжем. Я объяснила на примере самого маленького размера, и вместо вот этой циферки 45 вы подставляете свою циферку, которая у вас будет в объемах по ширине спинки, и таким же вот образом делайте нехитрые подсчеты, да? То есть у нас обязательно
главное условие, чтобы целое количество раппортов у нас уместилось, да, и плюс дополнительные можно 7 вот этих петелек добавить для симметрии. Как вот тут у нас автор схемы рекомендует, вот они у нас добавлены, эти 7 петель. Ну, сами вы по выкройке здесь поставите свои размеры, естественно. Не буду на этом заострять внимание, в каждом видео об этом говорю. Кто, конечно, кто впервые смотрит мой мастер-класс, для них это, наверное, интересно. А я в каждом видео всем подписчикам уже рассказываю давно, что выкройка у нас ставится индивидуальные размеры. Здесь предусмотрено, значит, на данной выкройке пройма рукава, не глубокая, такая небольшая, да. Здесь вот окат очень такой смешной у нас, видите, обрезанный такой, вот такая форма. Можете связать, как вам больше нравится. Используйте тот самый окат, который вам нравится. Не обязательно вот такие вот прямоугольники вязать обрубленные. Это ведь все очень индивидуально. Ну, мои хорошие, главное, что мы определили с вами плотность. А теперь дело техники. Сделайте индивидуальное описание для себя. Вот по этим нехитрым расчетам, которые я вам сказала, да. Также с рукавчиком, да, вы тоже считаете. То есть вот 25,5, да, 25,5 вы умножаете на 2. Получается 51. А 50 это 25,5, это 51 петелька, грубо говоря, по нашей выкройке, да. И вот 51 петельку вам тоже надо поделить на 12, да. На число раппортов у нас получается 4 целых раппортов. 4 целых раппорта узора. А вот это вот число не целое, мы его сразу отметаем, да. То есть получаем 4 умножить на 12. Получаем 48 петель. Достаточно набрать, я думаю. Небольшая там. Плюс 2 кромочные, получается вот уже 50 петель. Да? А у нас надо было 51 петлю. Ну, видите, все почти совпало. Одна петля... Это, в общем-то, ерунда, которая не играет никакой роли, да? То есть вот таким образом руководствуйтесь, и все у вас получится. Я желаю вам удачи.